Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Некоторые из вас отметили, что в видеоформате мы не всегда рассказываем про все подробности и выделяем только самую суть. Это логично, иначе бы наши выпуски были бы скучными и затянутыми. Если вы хотите оперативно узнавать о всех новостях со всеми подробностями, специально для вас мы сделали телеграм-канал, в котором мы публикуем только новости со всеми известными нам подробностями. Так что, если вам все это дело важно и интересно, присоединяйтесь. Адрес канала вы видите на экране. Ну а мы начинаем. Начать выпуск я хочу с информации от анонимного источника про продукцию компании Tagin. Эта информация может в корне перевернуть представление о компании Tagin и их позиционировании на рынке. Смотрим видео. По инсайдерской информации, на этом видео происходит хронометраж нового пускового устройства и выстрелов от Tagin. Подтвердилась информация, что это страйкбольная версия подствольного гранатомета ГП-34. По облаку дыма, отдаче и выпадающему из ствола элементу можно предположить, что речь идет о вышибном заряде. Передняя часть выстрела очень похожа на ВОК-25. Интересным моментом показалась вылетающая влево деталь. Скорее всего, это втулка, имитирующая кусок ствола автомата. У боевого ГП-34 так реализован предохранитель. Пока гранатомет не установлен на ствол автомата, он на предохранителе. То есть у страйкбольной версии будет рабочий функционал этого предохранителя. По одному видео сложно судить о копийности нового пускового устройства и новых выстрелов. Но если таги сделают свою версию вышибных выстрелов и копийное пусковое устройство, это будет бомба. Ждем официальной информации. Действительно печальные новости для игроков из Москвы. Ночью очень крупный пожар был на Волгоградском проспекте. Там горел ангар с деревянными стеллажами. Есть кадры видео, эти с коптера были сделаны. Пожар очень сильный был, обрушилась крыша у здания, стена, и по разным данным повреждено от 500 до 1000 квадратных метров. В связи с пожаром в ночь с 20 на 21 января произошло обрушение конструкций в клубе «Геймер» на Волгоградском проспекте. Пожар произошел в противоположном от клуба крыле здания, и до самого клуба огонь не дошел. Здание восстановлению не подлежит, а это значит, что клуб «Геймер» на Волгоградском проспекте завершил свою работу. Других подробностей у меня пока нет. Известно только точно, что обошлось без жертв, кошка цела, имущество частично можно спасти. Началась неделя с весьма неожиданной и громкой новинки. Raptor Airsoft анонсировали свою версию страйкбольной снайперской винтовки СВ-98. На всякий случай поясню, что это не та же самая винтовка, анонс которой всплыл из инсайдерской информации от магазина Airsoft.Rus. То есть в этом году мы получим сразу две версии СВ-98 от двух разных производителей и в двух разных ценовых сегментах. В качестве базы версии СВ-98 от Raptor используется система AS01, то есть внутрянка точно такая же, как на RS Amoeba Striker, а значит к ней есть хороший тюнинг от Edge. Фото, которые вы сейчас наблюдаете, сделаны в тайваньском магазине Shinpai Model, а это значит, что это уже не прототип, а готовый серийный образец. Ложа выполнена из слоеной фанеры, покрытой лаком. Цвет очень похож на оригинал. По информации от производителя, винтовка будет выпускаться в вариантах комплектации стандарт и делюкс. В делюкс-версии в комплект дополнительно входят сошки, глушитель и еще один дополнительный магазин. Магазин, кстати, на 50 шаров. По информации от магазина Airsoft.Rus, в России цены на эту винтовку будут 37 тысяч рублей за стандартную версию и 55 тысяч рублей за делюкс-версию. Отгрузка винтовок начнется после китайского Нового года. В Airsoft.Rus они приедут примерно в мае. Другие подробности про эту винтовку можно почитать по ссылке в описании. Sig Sauer решили удивить общественность, отозвав лицензии на свою продукцию у дистрибьюторов страйкбольного оружия. И судя по анонсу новой линейки страйкбольных пистолетов Sig Air Pro Force Airsoft Line, Sig Sauer решили самостоятельно заняться направлением страйкбольного оружия. Новая линейка состоит из моделей ГБВ пистолетов М17 и П229.
По весьма странному совпадению, именно эти модели были показаны на стенде компании VE на выставке МОО 2018. Будет ли VE являться OEM-производителем этих пистолетов? Ответа нет. Сами VE совсем недавно писали о том, что не договорились с лицензиями Sig Sauer и останавливают производство. С другой стороны, Sig Sauer давно и успешно самостоятельно выпускает жесткую пневматику под калибр 4,5 мм. Нам даже лично удалось пощупать ее на выставке IWA 2018. Но на вопросы про Airsoft версии на тот момент представители компании ничего не ответили. КВА представили новую линейку АЕК карабинов Tekken TK-45. По сути, это М-ки с магазинами под формат а-ля 45 ACP. Линейка состоит из двух моделей: с 10-дюймовым цевьем и стандартным телескопическим прикладом, и с 6-дюймовым цевьем и компактным прикладом, как на Ronin Six PDW. Магазины механические, емкостью 120 шаров. Внутри установлен тяговый мотор, тяговые шестерни и система защиты контактной группы. В базе электронного спуска и блока электронного управления нет, но предусмотрено посадочное место под электронику Gate Titan. Информации по цене пока нет. PTS Syndicate выпустили весьма странный продукт с интересной историей, а именно Kar-15N23 PDW AEK. С огнестрельным прототипом этого коротыша связана весьма забавная история. Kar-15N23 это не прототип из далеких 60-х, как может показаться. Исторического прототипа этого коротыша в реальности не было. Он был только на бумаге. Или, возможно, был. Редактор интернет-журнала о оружии Recoil Дэйв Мэрилл наткнулся на скан чертежей и пару лет назад воплотил их в реальность. А ПТС сделали страйкбольную версию. Внутри этого коротыша установлен гирбокс ПТС i5 второй версии с полным набором электроники и электронным спуском. Вес привода всего 2,2 кг. Хопап аналогичен хопапу от приводов AUX-TR. Информации по цене пока нет. АПС показали первые живые фотографии своего нового гирбокса из Silver Edge. Блок электронного управления SDU по расположению сильно напоминает EFCS от Ares. В блок электронного спуска установлен микропереключатель повышенной чувствительности. Реализован механизм быстрой смены пружины. В базе стоят стальные шестерни. На стенках есть усиления в слабых местах. Например, на морде гирбокса можно рассмотреть наплывы. Poseidon показали новый хопап для Glock 17 и Glock 19 от VFC Humor-X. Материал изготовления алюминий, покрытие анодирование, пин давилки стальной. Насколько мы поняли, хопап поставляется с установленным внутренним стволиком и мягкой резинкой. Кроме того, на этой неделе Poseidon анонсировали новые резинки хопапа для ГББ пистолетов и снайперских винтовок Tokyo Marui VSR типа. Линейка состоит из 3 резинок разной жесткости, которые можно отличить по цвету. LCT, как обычно, в партизанском режиме как бы намекнули, что сделали страйкбольную версию винтовки СВД. Во время видеотура по фабрике LCT Джонатан Хикс из Airsoftology зашел в шоурум. Во время осмотра стены с приводами АК-серии в крайнем правом углу можно заметить СВД. Согласитесь, маловероятно, что в шоуруме LCT могла висеть СВД от какого-то другого производителя. Лично я в это не верю. Хорошие новости для жителей Краснодара. В вашем городе открылся новый страйкбольный магазин Strike Active. Адрес магазина — город Краснодар, улица Сормовская, 12Е, 3-й этаж. В честь открытия для всех покупателей из Краснодара, купивших до 2 марта товаров на сумму более 1000 рублей, проходит розыгрыш с 50 ценными призами. Подробная информация есть по ссылке в описании. В скором времени планируется открытие еще 2 магазинов. Один в Нижнем Новгороде и еще один магазин в городе Москва. Для всех магазинов при заказе через сайт при покупке от 5000 рублей действует бесплатная доставка. В каталоге известного российского производителя тактической одежды Giyena Tactics появились тактические пояса Rex 2 типов. Сегментный пояс с возможностью крепления снаряжения как с моллистропами, так и с креплением на брючный ремень. И пояс анатомического кроя для более комфортного ношения. Пояса изготовлены из нейлона плотностью 500D и доступны в 8 расцветках. Каждый комплект состоит из самого пояса с молли-ячейками, жесткого внутреннего ремня, брючного ремня с велкро и 3 подушек для комфортного распределения веса. Цена за комплект 3500 рублей.
Также в каталоге компании обновилась линейка боевых штанов, боевых рубах и кителей. Подробную информацию про боевые пояса и тактическую одежду можно найти по ссылке в описании. На этой неделе я хочу рассказать о двух находках наших зрителей на AliExpress. Во-первых, зрители нашли любопытный вариант полной защиты головы, состоящий из шлема и маски, которая подозрительно напоминает маску Dye i4. Отзывы на эту модель разные. Некоторые говорят о том, что у нее есть проблемы с запотеванием и не помешала бы активная вентиляция. Вторая находка — это интересный вариант коллиматорного прицела с увеличителем. По сути, это коллиматор формата Aimpoint T1, на который устанавливается увеличивающая насадка. Говорят, в комплекте таких насадки две, с двухкратным увеличением и с четырехкратным. Блиц новостей. PSS-10 показали новую камеру хоп-апа для VSR-10. Nineball анонсировали стальные внутренние стволики для Glock 19 от Tokyo Marui с внутренним диаметром 6 и 6,03 мм. NPO-EC опубликовали фото ствольной части страйкбольной версии AK-74A16P, то есть RPK-16. Подробностей пока нет. АНК ведут работу над страйкбольной версией пулемета М249 GRS AEC. Компания Pyrostrike анонсировала выход подствольного гранатомета, который внешне напоминает ГП-30. WGC Shop запустил предзаказ на лицензионную страйкбольную ГББ-версию MP5 SD3 Gen 2 от VFC. Как вы уже успели заметить, на этой неделе я добавил в новости больше подробностей и эксклюзивную информацию, которая не была опубликована на других ресурсах. Я надеюсь, вы этот факт оцените, и я старался не зря. Лучшей наградой для меня будет ваша поддержка в международном голосовании Airsoft Player Choice Awards, финал которого продлится до 4 февраля 2019 года. Да, это значит, что я еще целых 2 раза успею вам про это напомнить. Так что, если вдруг среди вас есть те, кто еще не принял участие в голосовании, обязательно это сделайте. Тем более, организаторы голосования среди всех, кто голосовал, будут разыгрывать ценные призы. Можно совместить полезное с полезным. Ссылка в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить царские лайки, подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Евгеньевич. До скорого!